Всем привет, вы на канале Польза.нет, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. Если вы включили этот ролик, логично вы понимаете, что это будет Xiaomi Black Shark 5, не версия Pro. Версия Pro у меня тоже на руках, я покупал эти телефоны на распродаже. Пришли они, наверное, недели 2 назад и шли недели 3. В чем его особенность? Я сразу, смотря на камеру, вижу, что здесь есть направленный микрофон. Как вы помните, здесь 4К 60 FPS для основной камеры, это максимальное разрешение для съемки. Больше 700 тысяч баллов в Antutu он спокойно выбивает. Очень интересный алюминиевый корпус, интересный диод, классные триггеры. И воодушевления суперского у меня нет. Почему? Потому что был у меня K50 Pro с триггерами. Был Poco F4 GT тоже с триггерами. И по большому счету есть иерархия в игровых смартфонах. Напоминаю, что никто не будет вам говорить как-то по-другому, что есть Asus, есть Black Shark и есть все остальное. Black Shark всегда, в моем понимании, находились в средней ценовой категории этих игровых смартфонов и являлись лучшими по соотношению цена-качество. Насколько у них получилось в этом смартфоне, вы сейчас узнаете, но не забывайте, что на Твиче я пока тестирую новые девайсы, в основном в Геншине. То есть приходите, смотрите, сколько они живут, как они подлагивают, если одновременно вести с них стрим, и общаемся на вопросы железок. Нас там мало, но мы в тельняшках. Смотрим. Я вам расскажу про Black Shark. Я их купил на распродаже, то есть считайте, от времени сейла прошло, наверное, 3-3,5 недели, пока они мне пришли. Никакой таможни я не платил. Почему? Потому что свыше 1000 евро сейчас только таможенный сбор до 1 октября. Так что, кто собирается какие-нибудь там ноутбуки, супер планшеты, еще что-то покупать, welcome, налога не будет. И не надо мне писать про курс, потому что все, что я думаю про курс, я рассказываю в телеграм-канале взаимопомощи, либо скидок. Там у меня есть а-ля то, как я вангую. Хотя я не считаю, что это особо правильно. Сейчас никто вам не скажет, что будет завтра. Black Shark HDR10+, разумеется, что это венец творения для игры. И у меня есть четкое ощущение, иерархия в голове, что такое хорошо и что такое плохо в игровом сегменте. Вот это, к сожалению, потому что это Xiaomi золотая середина. У тех же BBK-евцев, как я знаю, игровых смартфонов как таковых нет. Вот так выглядит смарт. Максимально по-игровому. 120 Вт зарядка. А механические триггеры меня всегда радуют. То есть я не против, конечно, сенсорных, но мне эта штука больше нравится. По поводу крышки, конечно, в этом виде мне кажется, что аппарат чуть-чуть дешевит внешка, но здесь на вкус и цвет товарища нет. Игровое пространство — это отдельный мир. 163 мм высота, ширина 76, 12,2, без блока камер 10,3 мм. Ну, ничего, только 2 физические симки можно запихивать. Хотите что-то крутое, пожалуйста, покупайте сразу большой объем. Но это легкая форма издевательства для игроков, потому что напоминаю, что большинство, разумеется, используют аппараты и закачивают туда все по максимуму. Вес 223 грамма, в руке он будет выглядеть вот так, как раз под кофту мне, правда? Просто игровая штука. Не люблю фронталки по центру, но что делать? Эпичный фейл для меня здесь в первую очередь их два. Это отсутствие мини-джека, и второй момент — это то, что нельзя запихивать карту памяти. Жалко им, что ли? Смотрим. Розыгрыши море. Читаем описание, какие сейчас актуальны. Разумеется, разыгрываю наушники Sony в конце июля. Помимо этого, защищенный смарт в августе. И вполне возможно еще и телефон Infinix 12 Pro. Разумеется, еще 5 Mi Band 6 серии разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Подписывайтесь с колоколом. Перейдем же к непосредственно смартфону. Полетели. У меня на руках смартфон в синей расцветке. Также на официальном сайте есть еще черная и серая расцветка. Внешне смарт не изменяет традициям Black Shark. Выглядит он хорошо. Тыльная часть выполнена из стекла, во всяком случае тактильно ощущается как стекло. А рамка алюминиевая, в руках без чехла лежит удобно из-за сглаженных граней. Одной рукой использовать смарт удобно. Тыльная часть маркая, но советую лучше носить смартфон в чехле. На корпусе расположена кнопка питания со встроенным сканером отпечатков пальцев, качель регулировки громкости, разъем USB Type-C версии 2.0, что неудивительно, но и нехорошо, но хотелось бы версию получше. 2 микрофона, 2 основных динамика и 1 разговорный, звучание здесь стерео, с сертификацией HRS
с аудио. Качество звука отличное, но кастомного эквалайзера в стоке я не обнаружил. Далее есть слот на 2 сим-карты и карту памяти. Напоминаю, запихать туда нельзя, к сожалению. То есть только 2 симки. ИК-порт, как и мини-джек, отсутствует, что является фейлом. С другой стороны, я, допустим, на Твиче стримил через 5 Pro, через переходник, и ничего критичного в принципе нет. Разумеется, все равно хотелось бы мини-джек, чтобы переходниками не пользоваться, но что есть, то есть. На тыльной части также есть подсветка, которая срабатывает при входящих вызовах, сообщениях, зарядке аккумулятора и так далее. Настроить ее работу возможность есть, за что отдельное спасибо. Также есть 2 механических магнитных триггера, на которых можно повесить любое действие по вашему желанию. К примеру, включить фонарик или открыть камеру. В играх пользоваться ими очень удобно. Официально защиту от влаги и пыли не заявляли, но салазки прорезинены. Внешне по качеству материалов и по сборке смартфон отличный. Летим дальше. Black Shark 5 оснащен дисплеем AMOLED на 6,67 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей Full HD+. Матрица экрана абсолютно плоская, соотношение сторон 20 к 9, контрастность 5 миллионов к 1. Широкое цветовое пространство DCI-P3, экран имеет сертификацию SGS и технологию MEMC. Плотность пикселей 394 ppi, пиковая яркость 1300 нит. При прямом попадании света на экран вглядываться не приходится и яркости хватает. Картинка более чем приемлемая и бликов по минимуму. Частота обновления экрана 144 Гц и на выбор также есть 90 и 60 Гц. Тач не сказал бы, что совсем уж честный, 720 Гц. Тест на дискретизацию касания вы можете наблюдать на экране, и по моему опыту данный результат не совсем соответствует 700 Гц. Также смартфон оснащен двухдиапазонной системой 3D Touch. Применение этой функции найти можно как в играх, так и в обычном использовании смарта. Задержка касания 8,3 миллисекунды, DC-диминга в наличии нет, шим на 100% яркости, 4,5% на 50-35, на минимальной 18, на 0,11. Показатели шима не лучшие, но и не худшие, от экрана глаза не устают, и это радует. Автояркость работает корректно и хорошо подстраивается под освещение. Под разными углами тон картинки бросает в холодный оттенок. Полноценный Always On дисплей в наличии. Далее. Мультитач, разумеется, есть, и экран спокойно откликается на 10 касаний одновременно. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в кнопку блокировки, и распознавания лица. Сканер отпечатков пальцев работает очень быстро и без промахов. Завести отпечаток одного и того же пальца несколько раз можно, но на работу сканера отпечатков пальцев это никак не влияет. Быстрее работать он у вас не начнет. Распознавание лица срабатывает стабильно, быстро, даже под углом. И завести биометрические данные можно только одного лица. Подбородок внизу экрана минимальный и практически незаметный. В целом экран отличный, цветопередача насыщенная, контрастная. Яркости экрану достаточно, как и четкости. В настройках есть полезные стандартные функции по персонализации экрана и интерфейса, что хорошо. Также в настройках можно обнаружить много интересных функций, к примеру, Magic Press Video Studio с поддержкой приложения YouTube. Как по мне, это интересная функция, так как можно улучшить качество видео, изменить цветокоррекцию и так далее. Летим дальше. Процессор Qualcomm Snapdragon 870G с техпроцессом 7 нанометров с 8 ядрами, максимальная частота которого 3,2 ГГц, графический процессор Adreno 650, интерфейс Joy UI 13 на базе MIUI 13 версии и Android 12 версии. Оперативная память LPDDR5 и доступна на выбор 8 или 12 гигабайт. Внутреннее расширение также имеется, внутренняя память UFS 3.1. Это круто, и на выбор 128 или 256 гигабайт, чего, как по мне, маловато для игрового смартфона. Уж очень мало. Такая же ситуация, к слову, в смартфоне Poco F4 GT, который тоже а-ля игровой. Имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi 6 серии, поддержка Dual Mode 5G. Все для того, чтобы во время игры на смартфоне было стабильное и быстрое соединение. Но 5G сети не для всех актуальны. Для 4G есть Band 7 и 20, они на борту, сеть мобильную ловит хорошо, звучание при звонках отличное. Запись разговора в стоке отсутствует, что, с одной стороны, странно, с другой стороны, нормально, потому что это глобалка. Обычно в китайских версиях это дело есть у Xiaomi. Датчик приближения работает исправно, и это радует. Вибромоторчик по оси X отличный, но настроить можно только уровень тактильного отклика. Bluetooth версии 5.2 NFC поддерживается, за что отдельное спасибо. Из навигации на борту GPS, GPS, GLONASS, Galileo, Beidou и QZSS. GPS-тест показывает точность до 3 метров при условии, что рядом есть высотки, что стандартно для Qualcomm. Емкость аккумулятора 4650 мАч. PC-марки выдал очень скромные 6 часов 30 минут и осталось 20%. Тест проводил я при 144 Гц на максимальной яркости. Смартфон поддерживает Hypercharge на 120 Вт, заряжается от 0 до сотки, от родного адаптера питания с включенной функцией быстрой зарядки за 17 минут. Беспроводной зарядки на борту нет, при 144 Гц заряд аккумулятора довольно быстро высаживается, даже если не играть в игры. За час игры в Genshin Impact на максимальных настройках графики улетает 24% заряда. К слову, как улетает процент заряда на том же Black Shark 5 Pro, можете посмотреть в моем Twitch-канале с 0
0 до сотки я его гонял так же, как iPad mini 6 версии. Но единственное, он параллельно еще транслировал в Twitch. Подвисания изредка проскакивают. Я бы сказал, что очень редко играть комфортно. Картинка плаванная, без рывков. Яркость смартфон не понижал, и нагрев был незначительный. Ну, во всяком случае, терпимый. К слову, система охлаждения здесь сэндвич. Более легкие игры играть можно также без проблем, к примеру, в танке, PUBG или Standoff 2. Также на борту, разумеется, есть различные настройки, полезные функции и так далее для персонализации смартфона в играх под вас. Перейдем же к тестам. Тротлинг-тест на холодную проходит хорошо. 287 гипсов минимально, максимально 333 гипса, в среднем 311 гипсов на 100 потоках при 30 минутах. В Geekbench 5 в синглкоре 974 и в мультикоре 3147. В 3D Mark показал Wildlife 4382, Slingshot и Slingshot Extreme на максимуме. Wildlife Extreme 1261, Wildlife Extreme Stress Test 1259, Wildlife Stress Test 4376. Вантута выдал 715 тысяч попугаев, Storage Test показал не лучшие, но и неплохие 55 тысяч. 45-минутный стресс-тест прошел довольно стабильно. Результаты теста искусственного интеллекта 676 тысяч, что, конечно, мало. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 модулей, LED вспышки и направленного микрофона. Основной модуль на 64 мегапикселя, широкоугольная камера на 13 с углом обзора в 120 градусов и макромодуль на 2 мегапикселя. Запись видео доступна в максимальном разрешении 4К 60 FPS, цифровая стабилизация на борту, и работает она только при 1080p 30 FPS. Автостаба нет. Замедленная съемка может снимать в максимальном разрешении 1080p 960 FPS. Фронтальный модуль на 20 мегапикселей находится по центру верхней части экрана. Вырез под камеру минимальный, за что особое спасибо. Максимальное разрешение для съемки видео 1080p 30 FPS. В стоке есть небольшое количество различных режимов для видео и фотосъемки, как стандартных, так и дополнительных. Цифровой стабилизатор отрабатывает хорошо, видеосъемка с основного модуля хорошая, а фронтальный модуль даже при его разрешении справляется неплохо. Короткие примеры вы сейчас увидите. 1080p 30 fps, рассеянный свет, фронталка, Мурина. Black Shark 5, не путать с версией Pro. 4К 60 fps, не забываем, что здесь можно включить функцию аудио и зум, но она мне не нужна. Вот так, если снимать на месте в день пасмурный с рассеянным светом, будет снимать камера 5-го Black Shark. Black Shark 5, фронталка, Мурина, дождь. Ну, он, правда, только начинается. Xiaomi зонд, к слову. 4К 60 fps, немного основной камеры. С одной руки съемка. Небольшой дождик, иду у дороги. Стаб так себе для одной руки не тянет. 4К 60 fps. И это Рубинштерна. Вечер. Максимум X5. Съемка с одной руки. Немного основной камеры на Невском. 4К 60 fps. Стаб никакущий. Фронталка. И в целом, ну, вы видите, как она снимает. Вечернее время. Прям уже почти совсем темно. Основная камера 4К 60 fps. С двух рук, если стоять. Легкий тремор все равно виден. Надеюсь, в исходнике на компьютере этого видно не будет. Потому что если будет, ну, печаль печальная. Дождь, к слову, поэтому возможно расфокусировка из-за капелек. Основная камера 4К 60 fps. Уже довольно темно. Екатерининский сад. И проверка автофокуса на ночном и сложном объекте. Не хочет. Не хочет. Не желает. Разок получилось и хватит, как говорится. Пример съемки основной камеры. Black Shark. И вот так она работает в переходе. Фронталка 1080p 30 fps, Black Shark 5, и снимает она прям неплохо. Опять же, это мое мнение. Микрофоны катка отрабатывают, слышите сами, ветер довольно приличный, хотя и порывами. Минусы: нет возможности расширить внутреннюю память, что для игрового смартфона критично. Нет мини-джека, нет DC-диминга, скромное время автономной работы, и Black Shark по мне еще все на одно лицо, хотя смотря как смотреть. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. В принципе, с Black Shark'ами никогда не бывает никакого супер ажиотажа. Там часто распродажи, там даже Asus'ы часто сейлы делают со своими топовыми аппаратами.
аппаратами, а эти-то среднячки от Xiaomi тем более. Поэтому смотрим в телеграм-канале скидок в прикрепленном комментарии и в телеграм-канале взаимопомощи спрашиваем, стоит ли его купить. Резюмировать я бы хотел довольно просто. Я бы сказал, что это уникальный девайс, если бы не было Redmi K40S, допустим, либо не было IQO и всего подобного. Но если вы хотите что-то из разряда глобальной версии с хорошей камерой, отличными характеристиками для игр, внешкой для игр, триггерами и всем остальным, Black Shark всегда остается идеальной серединой. Почему идеальной? Потому что они реально научились делать хорошо. Даже камеры, как вы замечаете, хотя в игровом смартфоне, я с вами абсолютно согласен, они не нужны. И отдельный респект за то, что они оставляют механические триггеры. Мне лично нравится именно механика. Все остальное, включая стерео, отклик экрана и всего, что может быть, на максимальной высоте. Asus Premium просто за бренд. Здесь они отрабатывают, я считаю, каждую копейку в данном аппарате. Не забываем подписываться на телеграм-канал взаимопомощи, писать в комментариях, что еще купить для обзора. И огромное спасибо всем, кто пишет комментарии в принципе и ставит лайки. Вы помогаете каналу. Девайс сюда. Добра и удачи вам, дорогие друзья.